Всем привет! Сегодня у нас расклад «Что было, что будет, чем сердцу успокоится». И, конечно же, больше я вас не зову ни в проживание арканов, ни в эзотерическую библиотеку, ни в манифест, ни в закрытые расклады. Потому что теперь доступ будет открываться один раз в неделю на 1 час. Потому что люди идут, желающих много, но не всем это дано. Итак, если у вас получилось, потому что пока еще из разных местоположений по-разному все видно, то пожалуйста, да, но вот так вот. Кто не успел, как говорится, тот опоздал. Все, кто хотели, уже присоединились. Итак, что было, что будет, чем сердцу успокоится. Давайте начнем. Единички. Единички, единички. Что было? Это как сигнификация. Ну, ты выживала последнее время. Вот реально, вот просто выживала. Не жила, выживала. Тебе приходилось отбиваться от всех подряд. Напарник, говорю, начальник там доставал дома, родители пилили, муж пилил, подруги со своими советами лезли. А у тебя при этом денег кот, как говорится, наплакал. Ты так устала от того, что все время нужно было кому-то что-то доказывать, что прям да не могу. За каждую копеечку дралась. Подрабатывала где только могла, экономила на всем. Ты даже перестала покупать себе нормальную еду, кусочничала. Вот макароны иногда, да, там хлеб и все. А все потому, что денег не хватало даже на самое необходимое. И при этом еще куча людей вокруг говорили тебе, как правильно жить. Самое, знаешь, обидное было то, что ты вот изо всех сил старалась, но результата не было. Работала на 2 работах, училась там сама по себе чем-то, да, книжки читала. А жизнь лучше не становилась. Наоборот, казалось, что чем больше стараешься, да, тем хуже становится. Деньги как вода утекали, а проблемы новые появлялись каждый день. И у тебя включилась постоянная вот эта позиция защиты. Ты не нападала, а вот именно защищалась. От нападок начальника, от критики, от постоянных вопросов, там, когда уже начнешь нормально жить. И у тебя даже в голове такая, дайте мне возможность нормально жить, да, я буду. Ты объясняла всем, почему у тебя так мало денег, почему ты не можешь себе позволить то, что могут другие. Это было унизительно и больно. И злилась ты на весь мир. На людей богатых, которым все легко удается, да? Там, на подруг, которые могли себе позволить шопинг. На родителей, которые вот не понимали, почему ты не можешь просто найти нормальную работу. А что такое нормальная работа? А чем она ненормальна, чем сейчас, да? И вот эта злость, она съедала тебя изнутри. Но ты не знала, как от нее избавиться. Что будет? Знаешь, вот тебя ждет, что ты научишься не бросаться из крайности в крайность. Знаешь, вот как раньше было. То на хлебе и воде сидишь, да, то всю зарплату за 1 день тратишь. Вот этого больше не будет. Ты станешь спокойной, рассудительной в денежных вопросах. К тебе вернутся детские радости. Ты снова сможешь покупать себе мороженку, а то и даже 2, просто потому что захотелось. В кино сходить с подругами, там, не считая каждую копеечку. Кружку красивую купить или блокнотик, просто потому что они тебе понравились.
И вот эти маленькие радости, они делают жизнь твою приятней. Ты просто вспомнишь, как хорошо было в детстве, когда там у бабушки на даче, да, в деревне, когда вот можно было целый день ничего не делать, просто, как говорится, солнышком наслаждаться и всякими цветочками. Вот это ощущение безмятежности, оно к тебе вернется. Ты перестанешь постоянно напрягаться и начнешь удовольствие получать вот от простых вещей. И знаешь, что самое крутое? У тебя появятся приятные воспоминания, которые связаны с деньгами. Ты знаешь, вот будешь помнить не то, как копейки считала до зарплаты, да, а то, как купила там маме красивый подарок, например, себе. Как там в отпуск съездила, как там сестре помогла. Деньги, они для тебя станут источником радости, а не стресса, понимаешь? То есть ты станешь той девочкой, которая вот может себе позволить быть щедрой. Там, подруг угостить кофе, да? Племянникам игрушки купить, не пожалеть денег там на еду вкусную. Это будет. Чем сердце успокоится? Ну, знаешь, успокоится, когда ты окончательно похоронишь свое вот бедное прошлое. Ты перестанешь быть той девочкой, да, которая вот боится потратить лишние там 100 рублей, 1 доллар и так далее. Это вот старая жизнь, она умрет навсегда. И хорошо, что умрет, потому что она только мешала тебе жить нормально. Ты научишься отдавать людям то, что они заслужили, не из жалости, а вот по справедливости. Тому, кто помог тебе в трудное время, ты сможешь помочь в ответ. Кто был с тобой честен, там получит тоже от тебя честность. А кто пытался тебя использовать, больше ничего не получит. Твое сердце успокоится, знаешь, когда ты поймешь, что ты можешь контролировать свои деньги, что ты сама решаешь, сколько кому дать, сколько там потратить, сколько отложить. Никто больше не будет указывать тебе, как деньги тратить, потому что это твое право, и ты им будешь пользоваться. Ты научишься быть щедрой без ущерба для себя. Сможешь там родителям помочь, не оставшись при этом без ужина, да? Сможешь подарок подружке делать, не залезая в долги. Сможешь дать денег в долг, не переживая там, что их не вернут. Потому что у тебя будет достаточно всего. Ну, для всего, да, денег. И знаешь, самое главное, что ты перестанешь чувствовать себя виноватой за то, что у тебя есть деньги. Раньше у тебя как? Думала, что если у тебя все хорошо, то кто-то другой обязательно страдает. Нет. Ты поймешь, что твоя обеспеченность, она никому не вредит. Что ты имеешь право жить хорошо и не извиняться за это, понимаешь? Что сейчас делать? Совет. Ну, знаешь, включи свою силу и перестань всех слушать. Хватит спрашивать совета у каждого встречного поперечного. Ты уже взрослая женщина. Пора самой решать, что тебе делать, куда деньги тратить и так далее. У тебя голова на плечах есть, жизненный опыт тоже есть. Есть и интуиция у тебя, пользуйся ими. Проведи ревизию вот своего окружения. Дома посиди одна без вот этих советчиков и подумай, кто из твоих знакомых реально тебе помогает, а кто только энергию высасывает. И вот с теми, кто высасывает, просто перестань общаться, очисти свое пространство. Не ругайся, не объясняй, просто исчезни из их жизни. Потому что именно такие вот, как сказать, сосунки, они портят тебе жизнь. И ты в панике начинаешь зарплату тратить, и это тратить, чтобы соответствовать там чему-то эфемерному. Потом и денег не хватает. Тебе нужно наедине с собой побыть. Не в компании подруг, не с родителями, а именно одной.
чтобы послушать свой внутренний голос, чтобы понять, чего на самом деле ты хочешь от жизни, а не то, что от тебя хотят другие. Да насрать на других. Начни делать то, что тебе нравится, даже если окружающие этого не понимают. Хочешь научиться рисовать — иди на курсы. Хочешь работу сменить — сначала найди новую, да, ищи новую. Хочешь переехать — переезжай. Твоя жизнь, твои правила, понимаешь? И самое главное — перестань оправдываться перед каждым встречным, перед всеми там за свои решения. Не нужно объяснять маме, почему ты дорогие там сапоги, например, купила, да, туфли, платьишко. Не нужно рассказывать подругам, почему ты не идешь там с ними куда-нибудь навстречу. Сказала нет, и все. Это одно предложение. Нет. Не должно быть там запятая такая, и там потому что никаких объяснений. Ты никому ничего не должна. И вот твоя сила в том, что ты можешь сказать «нет» и не чувствовать себя виноватой. Вот когда ты этому научишься, тогда твое сердце и успокоится. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, 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 двоечки. Что было? Ну, знаешь, ты была королевой драмы, я бы так назвал. Ты постоянно всех жалела, всем сочувствовала, всех утешала. Ты же у нас добренькая, мягенькая. Тебе все шли плакаться. И подруги, и соседки, и родственники, и даже все подряд. Чаем поила, платочки подавала, по головке гладила. И сама при этом вечно в слезах была. И вот ты у всех слезы замечала, а твои никто. А еще ты все время что-то планировала. Блокнотики покупала, да, списки составляла, там цели какие-то ставила. То диету хотела начать, то спортом заниматься, то там язык бусурманский учить. Ты всем рассказывала про свои планы на 5 лет вперед. Все месяца в году у тебя были расписаны, якобы, да? Когда замуж выходить, когда детей рожать, когда квартиру покупать, когда там книжку почитать. Но знаешь, что самое смешное? Ты планировала, да не выпланировала. Делать ничего ты не делала. Просто есть план. И я ему, как говорится, не следую. Сидела дома, мечтала, в интернетах ваших бусурманских сидела. Читала про то, как другие живут, да, как успеха добиваются, красивые картиночки смотрела. А сама все откладывала на завтра, откладывала там на понедельник, на 1 число, на Новый год. А вот я похудею, тогда и пойду в спортзал. Вот я накоплю денег, тогда и курсы куплю. И вечно ты сомневалась. Каждое решение для тебя это было, знаешь, как подвиг. Даже в магазине молоко выбрать не могла, стояла и думала, какое лучше взять. Я вот когда в магазин хожу, и вот вижу то, что женщины стоят долго, вот чего-то выбирают, вот прям стоят и могут долго стоять. Вот, например, я в магазин прихожу, я знаю, что мне нужно, да, или там, если я этого не видел, да, просто вот мне хватает одного взгляда, чтобы взять. Женщины, они стоят. Вот просто вот, я не знаю почему, может, ну, мне этого не понять, конечно, потому что интересную вещь расскажу. Я не рассказывал никому. С Аней поехали в торговый центр. Там магазин белья. И
я, как сказать, перед входом есть не скамейки, а вот сиделки, ну, сидеть. И там грустные мужики обычно всегда сидят, да. Магазин белья, он, знаешь, он такой где-то, ну, 4 на 4 метра. То есть это небольшой такой, а вот закоулок, красивый. Я думаю, сяду сейчас, пока в игрушку поиграю. И вот не совру, Аня, она вот любила выбирать. И вот она в этом 4 на 4 2 часа была. Я это рассказывал, и она смеется. Я говорю, не знаю, как так получается. Вот, и вот и у девочек так тоже. Выбирают молоко. И как машину выбирают. Как будто вот выбирают, какую квартиру получше купить. То есть простое вроде молоко, а выбирают по несколько часов. И, конечно же, вот у тебя точно так же. Вечно ты сомневаешься, какое там выбрать молоко. А вот если что-то серьезное решать надо было, да, то это для тебя караул. Неделями мучилась, всех опрашивала, там как его, в интернетах искала. То да, то нет, то снова да, то снова нет. Все вокруг уже с ума сходили от твоих метаний. И боишься людей, кстати, обидеть. Всем говоришь «да». Даже когда хочется сказать «нет», всегда соглашаешься на всякую фигню. Лишь бы никого не расстроить. А потом дома, как говорится, ныло, что тебя используют. Но ты же сама это позволяла. Сама ты создавала эту ситуацию своей вот этой мягкотелостью. Что будет? Знаешь, период такой начнется неопределенности. То есть ты сначала вообще не будешь понимать, что происходит. Все станет туманным, непонятным. То, что казалось тебе ясным, да, вдруг окажется, совсем неясным. Люди начнут показывать свое лицо настоящее, и ты просто обалдеешь от того, кто они на самом деле. Но знаешь что? Вот этот туман — это хорошо, потому что ты наконец-то прозреешь. Увидишь правду о своей жизни, о людях вокруг, о том, что реально происходит. Перестанешь жить в этих розовых очках и начнешь видеть мир таким, какой он есть. И будет больненько. Многие иллюзии твои рухнут, но зато ты станешь жить в реальности. И после вот этого периода неразберихи, ты знаешь, ты превратишься в настоящую хозяйку своей жизни. Ты станешь той женщиной, которая сама все вокруг себя создает. Не ждет, когда там кто-то что-то за нее сделает, а сама вот берет и делает. Хочешь дома, чтобы все красиво было — обустраиваешь. Хочешь отношения хорошие — строишь. Хочешь работу интересную — находишь. У тебя вот прекратится вот это вот «я запланировал, но никогда не сделаю». Я, дед, запланировала к тебе в проживание арканов пойти, но пока вот это вот начинается после «но» еще 500 тысяч слов. И у тебя еще проснется, знаешь, вот, как сказать, вот материнская энергия. Ты начнешь заботиться о себе так, как заботишься о других. Сейчас ты о себе не заботишься. Нет, сейчас у тебя на первом все, кроме «я». Начнешь себя правильно кормить, да? Вовремя себя спать укладывать, на прогулки себя водить. Ты перестанешь над собой издеваться и начнешь себя по-настоящему любить. И вот это изменит все. И твою внешность, и твое здоровье, и твое настроение. Ты научишься красоту вокруг себя создавать. И дома будет уютно, дома будет еда вкусная, да, одежда красивая. Не для показухи там для кого-то, да, а для собственного удовольствия.
Ты поймешь, что заслуживаешь жить красиво и комфортно, и начнешь это в жизнь воплощать. Станешь самой себе мамой, причем любящей, как в проживании шута. Чем сердце успокоится? Но знаешь, сердце твое успокоится, когда вот в твою жизнь придет энергия молодая. Это или молодой человек, или ты сама помолодеешь душой. Понимаешь? То есть появится кто-то, кто будет вот много вопросов задавать, интересоваться всем подряд, хотеть вот все знать и понимать. И вот эта живость, вот эта искренность, она тебя зарядит. Этот человек или вот эта энергия, да, они научат тебя вот снова быть любопытной. Ты вспомнишь, вот как в детстве все было интересно, да? Как хотел все попробовать, везде залезть, все узнать. Вот эта детская непосредственность, она к тебе вернется. Ты перестанешь бояться показаться глупой и начнешь задавать вопросы, которые тебя действительно волнуют. Сейчас ты не задаешь, потому что у тебя, ой, все подумают, что я глупая. Или ты вообще, наверное, самый край, самое дно — это говорить вот, ой, я глупая, ой, я дурочка. Никогда так не говори. А еще придет вот этот настоящий адреналин, драйв. Ты станешь активной, ты станешь энергичной, целеустремленной. Не та, вот, которая планы строит, а вот та, что что-то делает, понимаешь? Утром просыпаться будешь с желанием что-то менять, куда-то ехать, там с кем-то встречаться, что-то делать. Сейчас у тебя только в голове. Ой, когда-нибудь. У тебя очень много энергии появится, что ты сама удивишься. И сердце твое успокоится, когда ты поймешь, что ты можешь быстро решения принимать и сразу их выполнять. Не тянуть кота за хвост. Не тянуть вот эту резину месяцами, а взять и сделать. Захотела стрижку, пошла постриглась. Захотела в отпуск, купила билеты, только не стригись под каре. Там работу поменять захотела, написала резюме, отправила там на сайте. И самое главное, ты перестанешь ждать вот этого эфемерного идеального момента. Вот знаешь, вот я вот с вами общаюсь, вижу все комментарии, и знаешь, я что понял? Вот это ожидание идеального момента, им болеют 99% женщин. Вот когда я похудею, вот когда наступит 1 число, вот когда я зарплату получу. У всех все вот ждут идеального момента. И тут есть ответ. Почему так богатых мало, а так вот у кого денег не хватает, очень много? А потому что одни идеального момента не ждут, а делают сейчас, а другие ждут эфемерного идеального момента. Хотя жизнь, она сейчас идет. Ты поймешь, что вот идеального момента не бывает. Но это не бывает. Это женская выдумка, что какой-то идеальный момент бывает. Мужики как? Что-то придумали, сразу делают. А у женщин, а вот идеальный момент нужен. Пойми одно, есть только сейчас. Завтра может и не быть даже. Понимаешь? И если ты хочешь что-то сделать, да, то нужно делать прямо сейчас. И вот эта решительность, она принесет тебе огромное облегчение. Больше никаких вот этих мук выбора, да, никаких сомнений. Решила, сделала. Слабо? Нет, дед, я подожду идеального момента, когда к тебе приду в проживание. А все, идеальный момент закончился. Что делать сейчас? Совет, то есть перестать сидеть дома, начать смотреть на мир вокруг. А тут по-другому никак не скажешь. Выйди из своей норки. Перестань зацикливаться на себе и своих проблемах.
Посмотри, что вокруг происходит, какие возможности есть, с какими людьми можно познакомиться. Мир, он огромен, а ты в нем вот сидишь и грустишь в коробочке своей. Найди себе дело, которое будет, вот, как сказать, больше тебя. Не для себя лично, а для других людей. Может, там помощь животным, да, котиков покорми. Может, еще что-то. Главное, чтобы ты почувствовал себя нужной и полезной. Понимаешь? И когда помогаешь другим, ну вот животным, например, да, то собственные проблемы, они как-то сами решаются. И ждать прекрати. Ждать прекрати, когда вот кто-то придет и за тебя все сделает. Ты часто думаешь, дед мне так говорит, но это же не так. Ну, кого ты обманываешь-то? Подсознательно ты этого ждешь. Или прихода мужика, который тебе поможет жить прекрасно, или там начальник обратит внимание, или еще кто-то поможет. Ты только себе поможешь. Ты же не беспомощная. У тебя есть руки, у тебя есть голова, способности есть, используй их. Хочешь что-то изменить в жизни, бери и меняй. Нет идеального момента, не будет никакого человека, который придет в твою жизнь и тебе поможет. К тебе может вот прийти человек, которому сама нужна помощь. Вот это да. А вот люди, чтобы вот придет, поможет, не будет такого. И разрешения ни у кого не спрашивай, чтобы изменить что-то в своей жизни. Это твоя жизнь. Ты в ней главная, ты королева, ты императрица, ты все твое, ты вот управляешь своей жизнью. Никто другой, абсолютно никто другой. Понимаешь? Никто в жизни в твоей не может сделать лучше твою жизнь, кроме тебя. Остальным это нахрен не упало. Научись использовать свои таланты, у тебя их полно. Ты просто привыкла их не замечать. Если умеешь готовить, готовь на заказ. Кто мешает? Умеешь рисовать, рисуй. Умеешь с людьми общаться, иди работать с людьми. Перестань прятать свои способности под кустиками. И знаешь, самое важное, начни действовать. Как вот маг. Маг — это когда все по плечу. Маг не ждет, что когда что-то там само по себе случится. Или когда придет зарплата. Или там когда я похудею. Нет. Маг, он берет и создает то, что хочет. А у тебя все для этого есть. Есть знания, опыт, интуиция. И ты сама у себя есть. Просто начни их использовать. Поставь цель, иди к ней. Не планируй годами, месяцами, даже неделями не планируй. А делай каждый день что-то для достижения своей цели. Потому что всем остальным на твою жизнь плевать. Будем объективны, так ведь? Только ты можешь все изменить. Никто не придет и миллион не подарит. В лотерею ты тоже не выиграешь. Только ты. Поэтому будь магом. Если ты в проживании арканов, то это все прорабатывается в маге. Итак, давайте перейдем к третьему варианту. Троечки. Троечки, троечки. Что было? Ну, было, знаешь. Ну, было и было, да? Извиняюсь. Ну, по картам ты из-за всего подряд убивалась прям. То страдала из-за мужика, который тебя кинул, дома сидела, себя жалела, думала, что жизнь окончена. А потом еще и подруга предала, и на работе проблемы начались. Ты вообще в депрессию ушла, что было? Все казалось тебе черным.
никого видеть не хотела. И знаешь, самое паршивое то, что ты вообще не могла решить, что дальше делать. Вот как на распутье стояла, да, и ничего не делала. То хотела все бросить и уехать куда подальше, то думала там остаться и терпеть, да, то мириться с тем козлом хотела, то посылать его подальше хотела. Каждый день ты меняла решение. Сегодня одно, завтра другое, послезавтра третье. Ты так зависла в этих своих думках, вот могла часами сидеть и в голове прокручивать одну и ту же ерунду. И знаешь, как типа, а что если, а вдруг, а может быть? До такой степени ты себя накрутила, что вообще ничего делать не могла. Только думать и переживать, ну и себя жалеть еще. А время шло, и ничего не менялось. Ты даже говорила, я не знаю, что выбрать, а у тебя вариантов много. Но ты целую проблему из этого всего сделала, да? И плюсы, и минусы взвешивала, за и против взвешивала, списки составляла. А надо было просто взять и решить. Но нет, ты же любишь все усложнять у меня. И постоянно ты еще, как сказать, к людям за поддержкой ходила. Звонила каждый день, ныла одно и то же, подруг доставала, маму доводила. Все должны были тебя жалеть и утешать. Ты прям вот питалась этим сочувствием. Ты скажешь, все, дед, я от тебя отписываюсь и так далее, но давай будем правде в глаза смотреть. За ложью это на другие каналы. И без мужика вообще этого жить ты не могла. Как этот плохой человек какой-то. Что будет? Ты станешь другой. Ты превратишься вот в такую плохую женщину. Я не знаю, как тебе сказать вот это слово, да? Но все мои бабы эти. Вот это вот, есть же песенка. Вот, это оно. Ты вот этой хочешь стать. Не хочешь, а станешь. Ты перестанешь всех жалеть, под всех подстраиваться. Научишься говорить людям правду прямо в лицо, даже если им это не нравится, и плевать тебе будет на их обиды. Ты создашь себе нормальную жизнь. Дом обустроишь так, как хочешь ты, а не как тебе там советуют бывший муж и так далее и тому подобное. Работу найдешь, которая тебе подходит. И людьми себя окружишь, которые тебя понимают и поддерживают. То есть построишь свое маленькое королевство. И знаешь, что самое крутое? У тебя появится стабильность. Никаких метаний из стороны в сторону больше не будет. Ты четко будешь знать, чего хочешь, и к этому идти. И никто тебя не собьет с пути. Потому что ты будешь стоять на своем, как скала. Ты хозяйкой своей жизни станешь. Сама будешь решать, с кем общаться, куда ехать, что покупать. Никто не будет больше тебе указывать, как жить. Скажешь «нет» — это значит «нет». Скажешь «да» — это значит «да». Никаких объяснений никому. А еще у тебя дом знаешь, он, как сказать, твоей крепостью, что ли, станет. То есть твоя атмосфера дома будет. Не вот этого мужика, который там плохой, да? А твоя. Правила твои. Твой порядок. Хочешь орешки со сгущенкой кушай, хочешь мороженое трескай, хочешь семечки лузгай. Кто не нравится, в дом не попадает. Кто нравится, всегда будет желанным гостем. Ты научишься отделять нужных людей от ненужных и больше не будешь тратить время на всякую шушеру. Понимаешь? Чем сердце успокоится? Знаешь, оно успокоится, когда ты получишь все, о чем мечтала. Именно вот все. Работу ту самую, которую хотела. Мужика того самого, который тебе нравится. Те самые деньги, которых не хватало. Квартиру, о которой думала. Все твои желания, они сбудутся. Ты станешь лидером.
Люди к тебе тянуться будут за энергией. На твою энергетику будут хорошие люди тянуться. Сейчас, пока ты себя жалеешь, к тебе говняшки липнут, извините меня за выражение. Какая энергетика у человека, такие и тянутся. И вот ты будешь той, кто других ведет, а не плетется в хвосте, как сейчас. Твое мнение, оно будет важным, твои решения правильными. Вот раньше в болталке года 4 назад было такое правило. И если дед не прав, значит, он все равно прав. Нет, не так, подожди. Нет, дед всегда прав. Следующее правило. Если дед не прав, предыдущее правило читай. Вот у тебя будет так. И ты перестанешь еще бояться показывать свою силу. Сейчас боишься, сейчас ты в жертве. Раньше ты, как сказать, слабенько считалась, прикидывалась, скорее всего, а не считалась. Потому что тебе надо было, чтобы тебя жалели. Скажешь, нет, мне не надо ничья жалость. А кто под комментарий, под видео других там плакает? Он меня бросил, да и похеру на него. Он тебя бросил, потому что он не твой. А твой где-то там еще, как говорится, жизнью наслаждается. И вот что будет, ты всем покажешь. Вот это будет. Покажешь, на что способна. Люди тебя уважать будут, а не жалеть. Сейчас тебе нужна жалость. И ты не знаешь, как сказать, вот этой границы у тебя нет. Где уважение, а где жалость. И знаешь, уважение гораздо приятней. И, конечно же, у тебя своя вот команда единомышленников, твоя, так скажем, группировка будет. То есть люди, которые разделяют твои взгляды, поддерживают твои идеи, помогают планы воплощать. Больше не будет там одна против всех. Ты будешь частью крутой тусовки, где все друг друга понимают. И самое главное, ты почувствуешь себя вот на своем месте, вот, как сказать, то, что это твоя жизнь. Вот сейчас у тебя как будто не твоя. Никаких сомнений не будет, а туда ли я иду, а тем ли я занимаюсь. Ты будешь точно знать, что живешь правильно, что ты делаешь то, что должна делать, что находишься там, где должна находиться. И это тебе даст вот этот покой и уверенность в себе, понимаешь? Что тебе делать сейчас, совет? Ну, знаешь, перестать торопиться и начать делать все медленно, но правильно. Хватит бегать, как угорелый, и хвататься за все подряд. Одно дело выбираешь и доводишь до конца. Не отвлекаешься на ерунду, не отвлекаешься на вот эту жертвенность. Понимаешь? Взяла что-то, делай до победного. И еще очень важно, научись строить отношения с людьми по-новому. Перестань всех сразу к сердцу прижимать. Дай себе время узнать человека получше, прежде чем ему доверять. Не рассказывай всем подряд о своих проблемах и планах. Оставь что-то только для себя. Тебе, знаешь, тебе вот нужно знать, стать этой более избирательной в общении. Не со всеми надо дружить, не всех надо в дом пускать, не каждому надо помогать. Научись говорить «мне это не интересно». И при этом не чувствовать себя виноватой, потому что у тебя есть право выбирать, с кем тебе общаться. Займись собой, своим домом, своим пространством. Сделай его таким, чтобы тебе там было уютно и спокойно. Вот как в манифесте в 1 главе. Посмотри обязательно. Ссылки в описании к видео. Привяжи Telegram. Посмотри 1 главу, начни манифест. Хотя бы с этого начни. Ну не хотя бы, это уже там сильно все изменишь. А еще в манифесте тебе будет проживание арканов доступно. Пойди и в шута сразу вот, да? Шута, в шуте там несколько дней побудь и иди сразу в манифест. Понимаешь?
Выбросишь все лишнее из головы, выбросишь жертвенность и начнешь строить свою жизнь так, как хочешь ты, а не как хотят там другие, понимаешь? Вот сделай вот так вот. Слабо? Ты свою жизнь вот так вот возьмешь за шкирку и скажешь: а какого хрена у меня такая жизнь? И перевернешь все с ног на голову. Чтобы все было так, как ты хочешь, а не как хотят другие, потому что мужик ушел и прочие вот эти все проблемы. Тебе будет похрену. Ты будешь радоваться жизни, ты будешь солнышку радоваться, а не вот это вот все, что сейчас. Мне все плохо, а когда-нибудь. А пойди ты в манифест сегодня. Слабо тебе? Или также будешь плакать, он пойдешь сейчас на другие каналы и посмотришь, что он про меня думал сегодня. Возьми свою жизнь в свои руки. Ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Вот. На этом расклад эту я закончу, а то я слишком начал вливаться в троечек. Я хочу, чтобы троечки прям были, как сказать, пиратами своей жизни. Предвзято я к двоечкам отношусь, а вот троечек постоянно хочется крапивой лупить. И реально, пойди в манифест. Вот ты хочешь жизни хорошей, так пойди, вот тебе дорожка. Ссылочку оставил, вот на экране даже видно. Так было бы желание, правильно? Или страдать интересней. И помни, что дед с тобой рядом и крапивой надает.